Всем привет, меня зовут Ольга, вы на канале о вязании, и сейчас я вам покажу небольшой мастер-класс, ну как небольшой, он получится достаточно длинный, потому что я не хочу вырезать никаких моментов, хочу показывать вам от первого стежка до последнего стежка, чтобы у вас не осталось никаких вопросов. Я этот мастер-класс уже отсняла, на рисунках показала, как вам делать эту утяжку. Значит, в этом мастер-классе мы будем делать нитяное крепление для такой собачки. Значит, нитяное крепление данным способом, который я буду вам показывать в этом мастер-классе, подходит для игрушек, которые будут максимально 10 сантиметров по высоте и по длине. В принципе, собачка здесь получается одинаково, да? То есть до 10 сантиметров, лучше меньше. Я нитяное крепление использовала только для 5-сантиметровых собачек, только для вот таких вот, которые, как мы вязали в мастер-классе. Для больших игрушек я не советую вам использовать нитяное крепление. Ну что ж, мастер-класс я уже отсняла. Смотрите. Всем хороших, правильных нитяных креплений. Значит, для игрушек маленьких можно использовать вот такие коробки. Это коробки для макарунцев, для печенек. Это маленькая коробка, квадратная, 5 на 5 на 5, если я не ошибаюсь. Значит, я живу в Беларуси и покупаю такие коробочки на Foodiebox. Раньше они стоили там дешевле, сейчас немного дороже, но у меня не доходят руки поискать, где можно их найти дешевле. Поэтому смотрите там, где продаются коробочки для тех, кто печет. Вот. В общем, я в такую коробочку насыпаю стружку бумажную, и вот эту собачку я хочу вам показать. Это другая в мастер-классе мы вязали с вами вот эту вот зелененькую собачку. Значит, именно вот эта вот розовая собачка сделана полностью на нитяном креплении. За счет того, что я сейчас буду объяснять, мы будем утягивать голову во время нитяного крепления. Она чуть поменьше росточком получилась, чем зелененькая собачка. Вот. Ну, а смысл, в принципе, остается тот же. Причем нитяное крепление лапок в данном случае, вот в этой собачке, мне нравится намного больше, чем то, которое я показывала вам чуть ранее. Так, собачку я отправляю в коробочку, и я связала вот такую заготовку. Она еще не полностью довязана, мне нужно довязать хвостик, но хвостик я буду пришивать, как и в мастер-классе. Вот такая вот собака. Лапки, значит, она связана из двух ниточек мулине. Я вязала крючком 0,6 кловер амур. Кофточка связана из мулине риолиса, а сама собачка из хлопкового мулине. Я не помню, наверное, ПМК имени Кирова, а возможно гамма. Точно не скажу вам, но там метражи достаточно похожи. Вот, и прикрепила лапки, проверила уже здесь симметрию, для того, чтобы не затягивать это видео. Для крепления я буду использовать обычную зубную нить, можно использовать любую, да, такой вид крепления немного дороже, возможно, получается, потому что зубная нить, она не дешевая. Значит, я отматываю сколько мне нужно. Нужно мне сантиметров, наверное, 50, здесь 40-50. Собачка маленькая получилась, поэтому слишком много этой нитки мне не нужно. Сейчас я возьму иголку, чтобы она была с достаточно узким ушком и длинная и острая. Вот с иголкой я, конечно, надо было раньше подготовиться. Так. Давайте посмотрим. Вот я подобрала две иголки. Они одинаковые, но вот это вот тупая иголка, а это острая. Я буду использовать острую иглу. Вдеваю нитку в иголку. Далее я, значит, возьму сейчас листик и покажу вам, как мы будем крепить на рисунке.
Так, что у нас тут все потемнело. Так, тоже мне не нравится. Как-то стало вдруг темно. Значит, по поводу крепления. Значит, вот у нас голова. Голова. Вот тут у нас уши. Тело поменьше оно размером. И лапы. Значит, что я буду делать? Сейчас у нас будет один кончик нити оставаться здесь. Я буду входить в центр головы. Буду идти в середину ушка. Здесь я буду выходить. В ту же точку, из которой вышла в середину ушка, буду входить назад. Помните, как мы прятали ниточки? Буду выходить в следующую точку середины ушка. Выходить и в ту же точку заходить. У меня получится в голове за счет того, что я выходила в одну и ту же нитку, дырочку, у меня получится, что нитка будет где-то вот здесь, вот в этом районе. За счет холофайбера она здесь запутается и будет притягивать голову к туловищу. Далее я из головы, у меня тут один кончик останется вот здесь вот, из головы я буду идти к телу, заходить в лапку, покажу, как я буду прятать в лапке ниточку. В тело я буду заходить в точно такую же точку, из которой выходила. Иду в следующую лапку, захожу в эту лапку и в ту же точку. Затем я выйду вот сюда вот, и здесь буду делать узелок. То есть сначала я закреплю голову, тело и две передние лапы, а потом мы перейдем к задним лапам. Итак, вот ниточка, вот голова, и, наверное, голову я вот так вот сниму. Так, секунду, я вижу, где она была. Так. Значит, вхожу в центр шеи, выхожу в центр ушка. Честно, это на камеру будет сложно сделать, но потерпите немного. Так, дополнительные инструменты обязательно берем, потому что я это все делаю достаточно толстой иглой. Она не очень тоненькая. Здесь больше подходят иглы для вышивки. В ту же точку входим и выходим в следующее ушко. Так, в ушко не попали. Так, смотрите, даже захватила чуть-чуть белого, но ничего страшного. Собачки побольше, мне это было сделать проще. Здесь сложновато. Так, в ту же самую дырочку и выхожу в шею. Так. В шею выхожу. Голова готова. Так, надо оставить мне тут ниточку подлиннее, вот этот хвостик, для того, чтобы мне было удобно потом завязывать. Дальше я вхожу вот в эту дырочку, где у меня была голова. Я вижу, где она была. Кстати, голова у меня здесь тоже получается 1, 2, 3 между третьим и четвертым рядом. Выхожу
Вот сюда. Значит, лапку мне нужно сейчас взять булавочку. Не очень удобно это все вам показывать. Я хочу сейчас вынять лапу вторую, но оставить дырочку, где у меня будет симметрия. Значит, я вынимаю в лапке. Смотрите, я вижу, где у меня выходила иголка. Я ее вот так вот зажимаю, иголку убираю, беру нитку, и вот там, где у меня была иголка, где-то через 2-3 столбика, вот таким вот образом ввожу ниточку. Так, ввожу в ту же дырочку и вывожу, где у меня вторая лапка. Так, вывожу аккуратненько, чтобы у меня там ничего не перепутывалось, но мы когда будем подтягивать, она все равно все перепутается. Здесь делаю то же самое. Со стороны вот смотрю, где у нас был переход цвета. Вот у нас вот здесь вот я ввожу вот так, вот переход цвета, 2-3 столбика, под 2-3 столбика. То есть основная часть у меня будет снаружи. Так, и теперь возвращаюсь в центр шеи, в ту же самую дырочку и в центр шеи. Так. Угу. Хорошо. Что мы делаем дальше? Дальше нам всю эту конструкцию нужно подтянуть. Так. Подтягиваем одну лапу, чтобы подтянуть шею, первую лапу. Подтягиваем вторую лапу, чтобы подтянуть первую лапу. И подтягиваем ниточку, чтобы подтянуть вторую лапку. Так. Минус зубной нити в том, что когда она у нас одна, она может растягиваться. Поэтому, когда самая тяжелая часть у нас в игрушке это голова, поэтому чуть попозже я вам покажу, как дополнительно зафиксировать голову. На лапках, в принципе, здесь растягиваться сильно игрушка не будет, а вот голова, да, есть такой момент. Значит, что мы делаем дальше? Вот видите, голова еще у нас так нехорошо болтается. Сейчас мы с этим будем работать. Значит, голову с передними лапами мы зафиксировали. Дальше у нас мы будем собачку рассматривать вот таким образом. И вот здесь вот у нас задние две лапы. Значит, сейчас у нас нитку нам нужно провести по спинке. Почему по спинке? Потому что мы вот здесь вот выйдем в точке и подтянем. И у нас голова подтянется к хвостику. Ну, то есть она не будет падать вперед. Мы здесь выйдем. Вернемся назад в ту же точку, обязательно в ту же точку, чтобы здесь у нас, там где будет хвост, не было такой вмятины. Поэтому мы в ту же точку возвращаемся, идем к одной лапке, делаем то же самое, что с передними лапами в одной лапке, потом идем через животик ко второй лапке, возвращаемся здесь, еще раз делаем такую петельку и возвращаемся к голове. Все вот это вот подтягиваем и завязываем здесь узелок. На этом мы не отрезаем. Дальше еще мы будем делать одну манипуляцию, как зафиксировать голову. Так, значит, мы входим в ту же самую точку. Стараемся идти по спинке, то есть высоко я веду иголку и выходим в точке, где приблизительно
будет наш хвостик. Почему мы выходим в той точке? Потому что если вдруг вы попадете не между рядами и между столбиками, если вы вдруг там утянете, то потом, когда будете пришивать хвост, у вас хвост закроет эту вмятину. Так. Тут у нас ниточки путаются, все аккуратненько. Подтягиваем. О, я услышала щелчок, а это значит, что узелок, который я изначально делала, уже сейчас спрятался в тело. И у нас уже голова хорошенько здесь зафиксирована. Но я все равно боюсь, что она слабо зафиксирована, поэтому покажу, как закрепить это еще больше. Выхожу туда, где у меня будет крепиться одна лапка. Немножко убираю эту иголку. Так. Вижу, что у меня ниточка спряталась, это очень хорошо. Нахожу, где у меня переход цвета был, под 2-3 столбика. Так, иголка не хочет проходить, слишком толстая. Ввожу в ту же самую точку, вывожу вот сюда, вот где у нас вторая лапка будет. Прохожу сквозь тело, подтягиваю лапку, снимаю иголку, нахожу, где переход цвета, под 2-3 столбика, 2,5, поэтому я говорю 2-3. Так. Туда же ввожу и стараюсь вывести там, где у нас будет хвостик между столбиками и между рядами. Хорошенько подтягиваю здесь. Так. Мне кажется, что эта лапка как-то высоковато. Да, мне хочется ее пониже сделать. Значит, что делать, если лапку пониже хочется? Я ее убираю с ниточки. То есть точка, там, где лапка выходит, она у меня найдена правильно. Симметрию я проверила. Но лапка высоковата, потому что я здесь низко взяла. Поэтому мне надо повыше 2-3 столбика этих захватывать. Повыше. Не вот здесь вот, а повыше. Так. Ту же самую точку. Точку там, где хвостик. Сейчас я попаду. Попала обязательно между столбиками и между рядами. Так, подтягиваю лапки. И сейчас, видите, она стала хорошо. А так было чуть выше. Так. И вывожу в точку шеи. Ту же самую точку стараюсь вывести. Снова сейчас уйду, потому что под камерой мне сложно попасть. Простите. Почему я стараюсь в шею вывести в ту же самую точку? Потому что потом, когда я буду прятать ниточки, я за эти ниточки потяну, когда первый стежок буду делать, и у меня узелок уйдет под полотно. А значит, его не будет видно в шее, когда голова будет наклоняться. Так, здесь все подтягиваю. Лапки у нас хорошо. Видите, дырочка где? Но она закрывается. Видите, я тут помяла немножко. И дырочка, где хвост я уходила, она ушла. Лапки плотно у нас прижаты. Хорошо. Теперь я завязываю еще один узелок.
Хорошенько его затягиваю. И на этом у нас не все. На этом я дополнительно делаю, особенно если вы не на таких маленьких, в принципе, на этой малявочке можно было бы уже остановиться. То есть я сейчас, когда буду прятать узелок, оно тут все потянется, и, в принципе, голова будет достаточно хорошо держаться. Но на этом я останавливаться не буду. Теперь для того, чтобы голову еще лучше мне зафиксировать, значит, что я буду делать? Вот у нас голова и туловище. И сейчас у меня нитка находится вот здесь. Значит, я ее сейчас поведу вверх головы, там, где у меня кольцо амигуруми начиналось. Буду стараться попасть именно в пространство между столбиками. Выведу здесь нитку, вернусь в шею, войду в ту же самую точку тела и пройду вот сюда вот тоже между столбиками и между рядами. И сделаю таких 2-3 стежка, насколько мне позволит эта нитка с иголкой. В том плане, что не всегда можно в тех же местах несколько раз провести иголку, потому что иголка толстая и наполнитель плотный, и очень тяжело это на самом деле делать. Старайтесь, вот у меня сейчас очень тяжело проходит через наполнитель. Обязательно старайтесь проходить между рядами и столбиками, потому что если вы захватите хоть одну ниточку столбика, то во время утяжки у вас потянется не наполнитель внутри, который... Секунду. Не наполнитель потянется, а потянется вся ваша, ну, будет вмятина на голове. Так. В ту же самую дырочку ввожу, в ту же самую еще. Поэтому я с кадра ухожу, для того, чтобы это сделать под самыми глазами. Я должна контролировать, куда у меня уходит нитка с иголкой. Так, теперь ввожу на теле в ту же самую дырочку, ту же самую ищу. Так. И здесь на грудке я вывожу между столбиками и между рядами. Так, у меня захватилась тут небольшая ниточка. Сейчас, секунду. Да, попала в нитку, в столбик попала. Сейчас вот я попала между. Значит, здесь немножко подтянула ниточку. Подтягиваю одну ниточку. И смотрите, как я хорошо в голове прошла. У меня, когда я тяну за нитку, голова никуда не уходит. Так. Ну вот я даже не знаю, что мне сейчас делать. Что мне сейчас делать с головой? В принципе, она достаточно плотно сейчас. Да, наверное, мне будет достаточно. Я даже одну сделаю. Такую утяжку. Нет, я все-таки вернусь назад в голову и в голове спрячу эту ниточку. Сейчас я не обязательно в центр, главное между столбиками мне попасть. Так. Между столбиками попала. Подтягиваю. Подтягиваю вот здесь вот одну ниточку и нитку с иголкой подтягиваю. Тоже грудь, смотрите, у меня ничего, никакой вмятины нет, ничего никуда не ушло полотно, потому что я это делала между столбиками. Все.
Хорошенько у меня здесь затянуло. Сейчас голова очень плотно поворачивается. Значит, дальше я уже останавливаться не буду, потому что и так получилось очень долго. Это, так скажем, вставочка. Наверное, это будет отдельной частью для тех, кто хочет сделать нитяное крепление для собачки. Дальше мы прячем ниточки точно так же, как и остальные. Пришиваем хвостик, пришиваем воротничок. Вот. И вот эта ниточка, которая у нас здесь, мы отводим вот так вот шею в сторону, в ту же самую дырочку, которую мы вводили. Вводим туда, подтягиваем для того, чтобы все узелки спрятались внутрь игрушки. И все, голова у нас хорошо, плотненько на теле. Все, я надеюсь, такой мастер-класс вам понравился. Все-таки это будет новая часть для этого мастер-класса, для того, чтобы кто хочет нитяное крепление, использовал нитяное крепление таким способом. Все, всем спасибо за внимание. Ставьте, пожалуйста, лайк, делитесь этим видео в комментариях. И мы увидимся с вами очень скоро. Всем пока-пока.